Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я расскажу вам, как поучаствовать в очередном airdropе, если вы обладатель токенов Songbird. И кстати, до того, как должен быть сделан снимок для участия в airdropе, вы можете их делегировать и получать вознаграждение. Ролик о том, как это сделать, имеется на канале, заходите, смотрите и пользуйтесь инструкцией. Airdrop проводит FAIR Finance, это первая децентрализованная финансовая платформа, институционального уровня, созданная на базе FAIR Network. И FAIR Finance раздаст держателям СГБ, причем неважно обычных или в обертке, в общей сложности 40 миллионов токенов XFI. То есть это новые токены, которые получат те, у кого будут токены в нужном месте в нужное время. Снимок экрана будет сделан 12 декабря 2021 года в 7 часов по центральноевропейскому времени. Что это означает? Если московское время скажем так, почти 6, а европейское почти 4, то это означает, что разница в 2 часа. В 7 часов это значит в 9 по Москве. При выполнении всех условий соответствующие владельцы получат бесплатный токен XFI в соответствии 1 к 235 Songbird. И, пожалуй, самое главное — это хранение токенов в поддерживающем кошельке или поддерживающей бирже, так как иначе в противном случае можно вообще ничего не получить. Биржи, которые объявили на данный момент о поддержке airdropа, это Bitrue, Kainom и Uphold. Последние две я вообще, если честно, не знаю, что это. Они китайские, для меня вообще непонятные. А вот Bitrue, в принципе, использовал на днях, закидывал туда деньги, осуществлял покупку токенов, выводил их, и проблем у меня не возникало. Это что касается бирж, если вы принципиально хотите это делать через биржу. Рассмотрите этот вариант, и возможно это будет лучший из тех трех, которые вот здесь. Помимо бирж, токены могут находиться и на кошельках. Например, на Bifrost, MetaMask, Decent или даже Ledger. Но если ваши токены делегированы через Bifrost или MetaMask, как показано в инструкции данного видео, то просто разделегируйте их, и 12 числа пусть они полежат спокойно, и будет сделан полноценный снимок. Нашел для вас также вот такой флаер красивый по airdropу. Слева мы видим биржи, на которых должен быть токен для участия. Далее идут кошельки, ну и в принципе вся информация. 12 декабря 2021 года, а время тут не написано, но это мы уже выяснили. Давайте более подробно посмотрим на описание airdropа. Здесь то, что сверху, это я вам уже все показал, рассказал, коэффициент распределения, когда снимок будет сделан. Теперь вот самое интересное, что общий объем этих токенов составляет 110 миллионов, 40 из которых будут выделены на airdrop. Ну, остальное это вот там распределение команды, резервы фонда и облако доходности. Это все не особо интересно. Даже более того скажу, то, как он будет использоваться, мне тоже сейчас не интересно. Кому это интересно, ссылка будет в описании. Заходите и читайте более подробно. Самое важное это то, что 12 декабря токены должны находиться в правильном месте для того, чтобы был сделан полноценный нормальный снимок. И 13 декабря 2021 года или позже токен поступит на все адреса кошельков, которые содержат Songbird. В общем, дальше тут тоже у нас такая идет история, где он, что, как будет применяться. И вот вплоть до 18 декабря у них планы. И уже это будет такое число окончательно, наверное, когда он будет работать в сети Songbird. Ну, то есть, как вы получите свои токены 13 числа, не спешите от них избавляться, если где-то будет листинг, потому что до 18 числа вообще тут как бы у них еще есть чем заниматься. Далее перед вами официальная информация на бирже Bitrue, что поддержка airdропа держателям Songbird состоится, но есть тут поправочка, что время снимка перенесено на 18:00. Вот видите, если здесь было написано, что на 19:00, и здесь, что на 19:00, то здесь уже 18. Как по мне, это означает лишь одно, что чем раньше вы туда закинете, например, с утра или даже днем раньше, тем лучше. Тогда точно ничего не пропустите. Теперь у нас анонс на бирже EXMO. Airdrop тоже здесь поддерживается, все сходится, все хорошо. Токены будут разделены между участниками airdropа пропорционально тому количеству токенов, которые получит EXMO. То есть, видимо, будет еще какое-то распределение, куда сколько токенов пойдет, и уже будут распределяться токены еще и, согласно этому. И последний анонс, который я нашел о том, что airdrop поддерживается, это кошелек Decent заявил в своем твиттере официальном. Например, кошелек MetaMask или Bifrost Wallet я как не искал, но так и не нашел их анонсов.
Тем не менее, думаю, что переживать не стоит и все будет в порядке. А теперь хочу рассказать следующее, что Binance тоже поддержит программу airdropа Songbird. Я думаю, это не новость, все и так знают, но расскажу просто вкратце, где это будет еще. Если ваши токены XRP лежали на бирже Binance, то остается только ждать, когда эта биржа начислит вам токены Songbird. Анонс есть, остается только ждать. Далее на очереди биржа CAX или KEX, как ее кто называет, в общем, неважно. Если среди тех, кто смотрит это видео, есть пользователи биржи SwiftX, LaserX или Probit, то имейте в виду, что они тоже поддержат раздачу токенов Songbird, и все, что вам нужно, это только лишь ждать, так же, как и все те, кто ждут до сих пор токенов от Binance. А на этом у меня все. Вы были на канале Путь Богача, и если нам с вами по пути, то вы знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех. И я очень надеюсь, что видео было для вас полезным, а значит вы поставите лайк и напишите бодрящий комментарий. Как всегда, все полезные ссылки будут находиться в описании.